Так звучит микротональность. Фрагмент ранее написан мною в системе из 31 ноты. Это видео посвящено этой системе и тому, как она устроена и как она звучит. Тридцатиоднотоновой строй — это система, в которой используется 31 различная нота вместо традиционных 12. Последние можно встретить в современной музыке повсеместно, в инструментах. Например, это наглядно видно на пианино в виде паттерна из 7 белых клавиш и 5 черных, которые повторяются на протяжении всей клавиатуры. И на гитаре, где один лад соответствует одной ноте, и после 12-го лада ноты повторяются. Зачем же использовать какие-либо строи, кроме 12-тонового, и уделять им внимание? Уделять внимание им стоит, потому что они интересные и звучат красиво. Разве это не самое главное? Те, кто знаком с микротональностью, могут подтвердить, что у нее репутация такого инопланетного и диссонирующего звучания. Но это не должно быть так. У микротональных систем, одной из которых является 31-тоновая, сокращу и буду называть ее 31 тон, есть преимущество, на котором, я считаю, нужно сделать акцент. Красота — это вполне объективная вещь, так как в музыке существует натуральный чистый звукоряд. Он получается, когда соотношение между частотами звуков — это простые числа. 2 к 1, 3 к 2, 4 к 3, 5 к 4 и так далее. Но, к сожалению, такая чистая гармония имеет свои ограничения. Натуральный звукоряд распространяется не с равными шагами, как мы привыкли в музыке. Исторически 12-тоновая система стала основной благодаря тому, что она довольно хорошо отражает звучание чистого строя, то есть простые соотношения частот звуков, которые и являются музыкальными. Но по причине, которой я сейчас коснусь очень кратко, эти соотношения невозможно отразить идеально точно. Системы, такие как 12-тоновая, основаны на том, что определенное количество нот идет через равные промежутки и повторяются раз за разом каждую октаву. Но какой бы простой математический интервал из чистого строя мы не взяли, например, 3 к 2 или 5 к 4, это и есть простые соотношения. Если мы начнем стакать этот интервал друг на друга, то есть возводить это соотношение в степень, то мы никогда не придем в ту же точку, с которой начинали. То есть мы никогда не получим число кратное 2. Эта проблема решается, если ненамного изменить сами интервалы, так что это незаметно или почти незаметно на слух в реальной жизни. Соответственно, чем на большее количество частей мы делим октаву, тем ближе мы можем подойти к чистому строю. Здесь может быть полезна аналогия с фотографией. Любое изображение в компьютере состоит из пикселей, и бывают фотографии разного разрешения. При прочих равных, чем больше разрешение, тем больше деталей можно отобразить на картинке. Точно так же и со звукорядом. Натуральный звукоряд не имеет равных шагов, как мы привыкли в музыке. Но мы можем к нему приблизиться, если сделаем больше нот, как в картинке будет больше и точнее разрешение. А сколько именно нот и почему 31,
Другие системы перед ней меньше 30. В целом они хуже попадают, или на умном языке теории это называется аппроксимируют этот натуральный звукоряд. В 31 тоне, помимо унисона 0 шагов и октавы 31 шаг, есть 30 интервалов. Хороший способ запомнить их, или скорее понять, это начать с тех интервалов, которые соответствуют интервалам из 12-тоновой системы. Причем именно в таком порядке. Квинта 18 шагов, кварта 13 шагов, большая терция 10 шагов, большая секунда или тон 5 шагов, вдвое меньше, чем большая терция, сексты большая 23 шага и малая 21 шаг, септимы большая 28 шагов и малая 26 шагов, малая терция 8 шагов, малая секунда, она же полутон 3 шага и так далее. Между перечисленными интервалами остается большое количество промежуточных. Каким образом давать им названия? Их названия принимаются относительно базовых интервалов. Логика здесь очень простая. Вводится разделение на градации. Субинтервал, минорный интервал, нейтральный, мажорный и супермажорный. Эти градации в полном объеме присутствуют у секунд, терций, у секст и у септим. У кварт и у квинт присутствует похожее разделение, с тем отличием, что их градации это для кварты субкварта, чистая кварта, суперкварта и увеличенная кварта, она же тритон, первый из двух тритонов. И для квинты субквинта, чистая квинта и суперквинта. Интервалы, особенно не диатонические, то есть тональные, а хроматические и микрохроматические, могут иметь немного разное название в зависимости от контекста и тональности. Например, увеличенная квинта вместо субминорной сексты. Но этот вопрос я пока что не изучил в должной степени. Также еще одно небольшое важное уточнение. Интервал, соответствующий 25 шагам, дает соотношение частот близкое к 7 к 4, то есть к седьмой гармонике. Вследствие этого данный интервал чаще называют гармонической септимой. Его звучание более резкое и чистое, чем у малой септимы. Гармонической септимы с ее характерным звучанием нету в 12-тоновой системе. И возможность использовать ее – это прекрасное, безусловное преимущество 31-тоновой системы. Так как в 31 тоне нот больше, чем в 12-тоновой системе, почти в 3 раза больше, то новым нотам приходится давать новые названия. По сути, среди всех способов нотации можно выделить два основных. Первый – это по-английски chain of fifths, который использует только диезы, дубль бемоли и бемоли. И второй – нотация, имеющая название Стайна-Циммермана, использующая следующие знаки. В сторону диезов это полудиез для одного шага, диез для 2 шагов, полутора диез для 3 шагов и дубль диез для 4 шагов. В сторону бемолей это соответственно полубемоль для 1 шага, бемоль для 2 шагов, полутора бемоль для 3 шагов и дубль бемоль для 4 шагов. И, конечно же, бекар для отмены этих знаков. По сути, эти две системы могут взаимно дополнять друг друга, ведь в обеих системах знаки диеза, дубль диеза, бемоля и дубль бемоля
обозначают одинаковое количество шагов. Мне кажется, на данном этапе это уже вопрос вкуса и привычки. Хотя у системы Chain of Fifths есть один существенный недостаток, который выглядит, слишком гротескно. Это появление тройных диезов в тональностях соль дубль диез, ре дубль диез и ля дубль диез. На данный момент я считаю самой удобной и интуитивно понятной систему с полудиезами и полубемолями. И пока что буду ее придерживаться. Хотя в ней целых 4 новых знака, но мне кажется, что использовать именно ее имеет смысл. И это полностью оправдано. И дает относительное постоянство в наименованиях. Но данный вопрос я предлагаю поднять чуть позже, а сейчас остаться в рамках этой системы. Если вы используете другую систему наименований, то пишите об этом и пишите доводы в пользу системы, выбранной вами. 31 – это простое число. Соответственно, оно делится только на само себя и на единицу. Это значит, в частности, что какой бы интервал мы ни взяли и не настакали друг на друга, прежде чем вернуться к первоначальной исходной ноте, мы всегда пройдем весь круг по всем нотам. Благодаря этому, помимо квартоквинтового круга, знакомого из 12-тоновой системы, у нас появляются еще большое количество новых. Две самые полезные и наиболее часто используемые диаграммы – это квартоквинтовый круг и хроматический. В нашем случае они также будут основными. Я использовал нотацию с полудиезами и полубемолями. Также в каждой диаграмме я постарался показать оси симметрии, указывающие либо на группы нот с одинаковыми названиями до, ре, ми, фа, соль, ля, си, либо на ноты из тональности до мажор и соседние с ней. Мне кажется, эти оси очень сильно помогают упростить восприятие. Если у вас будут предложения, как можно улучшить или изменить эти диаграммы, то пишите об этом. Есть несколько спорных моментов, главный из которых – нужно ли писать энгармонические замены для некоторых нот и для каких именно. Я постарался подобрать названия самих нот так, чтобы при движении по каждому кругу соседние ноты отличались друг от друга на заданный интервал. Не только энгармонически, но и, если можно так сказать, диатонически. Например, в терциевом круге соседние ноты будут отличаться на терцию, и это будет визуально читаться. До, ми, соль диез, си диез, либо до полубемоль, ми полубемоль и так далее. Я надеюсь, что вследствие этого выбора диаграммы не стали выглядеть слишком перегруженными информацией. Сейчас будет слайд-шоу с кругами для всех интервалов в 31-тоновой системе. Вы можете скачать их несжатые версии в хорошем качестве в моем телеграм-канале. Все рабочие файлы также есть у меня на руках. Также я попрошу вас не стесняться писать все ваши мысли, критику и предложения. Квинтовый круг – это вариант последовательного расположения всех нот, при котором расстояние между соседними нотами составляет квинту или пятую ступень. Или в нашем случае 18 шагов по хроматике. Это главная диаграмма, применяемая вместе с хроматической чаще остальных. Она кажется мне очень красивой сама по себе, возможно, даже красивее, чем в 12-тоновом строе, за счет новизны восприятия. Элементы, расположенные на квартоквинтовом круге, можно воспринимать как тональности, как аккорды и как отдельные ноты. В нашем случае сейчас достаточно будет того, что, например, буква G – это нота соль,
и не аккорд соль мажор, и не тональность соль мажор, чтобы не перегружать себя информацией. Квартоквинтовый круг в 31-тоновой системе состоит из нескольких секций, на которые его можно разбить, и каждая из них имеет свои знаки альтерации. В 31-тоновой системе этих видов знаков альтерации больше, чем в 12-тоновой системе. Помимо бекара, диеза, бемоля, дубль диеза и дубль бемоля есть еще полудиез, полубемоль и полутора диез и полутора бемоль. Я напомню, что в 31-тоновой системе диез обозначает 2 шага по хроматике, полудиез обозначает 1 шаг. Точно так же и с бемолями. Полубемоль обозначает 1 шаг по хроматике. Полутора бемоль и полутора диез соответствуют 3 шагам по хроматике. Дубль диез и дубль бемоль соответствуют 4 шагам по хроматике. Для начала можно взглянуть на круг и увидеть в верхней его части, в верхней его половине знакомые обозначения из 12-тоновой системы. Это группа нот без знаков альтерации, без ключевых знаков. Фа, до, соль, ре, ля, ми и си. Рядом с ней группа с диезами и группа с бемолями. Я напомню, что в 31-тоновой системе диез и бемоль — это 2 разных знака, обозначающие 2 разные ноты. Так что ноты из группы с бемолями отличаются от нот из группы с диезами. Далее в нижней половине круга идут еще 2 группы с полудиезами и полубемолями. Причем их порядок на первый взгляд может быть контринтуитивным. Если идти от ноты до по часовой стрелке, то после группы нот с диезами следующая группа — это группа с полубемолями, они же дубль диезы. Затем группа с полудиезами, они же дубль бемоля. Затем группа с бемолями, и затем мы завершаем круг и возвращаемся в стартовую точку. Такое чередование возникает от того, что по изначальной логике, повышая ноту от бекара до обычного диеза, мы поднимаемся на 2 шага по хроматике. Далее, поднимаясь еще на 2 шага, мы получаем дубль диез, который соответствует полубемолю уже другой ноты. Так что чередование знаков — это особенность выбранного способа нотации.
Перед началом основной части я добавлю вот что. Некоторые интервалы покажутся диссонирующими или даже некрасивыми, но в данном случае, в данном видео, в данном примере это нормально, и так и должно быть. Потому что один и тот же интервал играется много раз подряд, чего в реальной музыке обычно не бывает. Хроматический шаг. В открытом обращении он может использоваться в качестве увеличенной или уменьшенной октавы. В мелодии он едва различим и не дает сильной направленности вверх или вниз. С помощью него можно создать ощущение туманности, неустойчивости. Этот интервал очень плавный. Гармонически он создает мерцание и эффект интерференции, переливания тона. Уменьшенная октава — это 30 шагов по хроматике. В гаммах она обычно существует как уменьшенная версия октавы, в тех гаммах, у которых период не равен октаве. Мелодически это большой скачок, который ощущается почти как транспозиция из-за своей близости к октаве. Гармонически это ощущение сильнее, и оно звучит очень волнообразно и дезориентирующе.
субминорная секунда или субсекунда, занимающая 2 шага. Она также называется хроматический полутон или хроматон. Мелодически этот интервал гладкий, но уже более направленный. Гармонически его использование дает большой диссонанс. Супермажорная септима или суперсептима, занимающая 27 шагов. Это увеличенный, более направленный вариант большой септимы, речь о которой пойдет чуть позже. Суперсептима может быть использована в гармонических минорных контекстах, в супермажорных, в качестве увеличенного септимального вводного тона, то есть основанного на септиме. Этот интервал может подготавливать после себя еще второй скачок, уже достигающий октавы. Малая секунда или диатонический полутон 3 шага. Она является достаточно различимым интервалом, аналогом полутона из 12-тоновой системы. Соответствует интервалу чистого строя 16/15.
Большая септима 28 шагов. Она соответствует интервалу чистого строя 15 восьмых. Очень распространенная в мажорном или гармоническом минорном контексте. Гармонически большая септима все еще ощущается резким интервалом, но более теплым и консонансным, чем большая септима из 12-тоновой системы. Нейтральная секунда, занимающая 4 шага. Это интервал, находящийся между малой и большой секундой, между полутоном и целым тоном, с функцией более схожей с последним. Однако может выступать заменой как целому тону, так и полутону. Его звучание экзотическое, не имеющее аналогов в 12-тоновой системе. Нейтральная секунда является точной половиной от малой терции. Нейтральная септима 27 шагов имеет место во многих нейтральных гаммах. Также охватывает половину расстояния от тоники до мажорной 13 ступени, то есть 6 ступени, но на октаву выше. Гармонически этот интервал ощущается неустойчивым и направленным вне определенного диатонического контекста.
Большая секунда или тон. 5 шагов. Это слегка пониженный целый тон, соответствующий интервалу чистого строя 9/8. Довольно основной, часто используемый базовый интервал. Малая септима. 26 шагов. Это аналог малой септимы из 12-тоновой системы. Она соответствует интервалу чистого строя 9/5. Мелодически это большой скачок, который ощущается удержанным, иногда меланхоличным, а гармонически в зависимости от контекста либо консонансным, либо диссонансным. Чаще ближе, наверное, к последнему. Суперсекунда или супермажорная секунда. 6 шагов. Она соответствует интервалу чистого строя 8/7. Это более яркая, она почти ревущая альтернатива большой секунде, более направленная в мажорном контексте. Также она составляет ровно 1/3 часть от чистой квинты.
Гармоническая септима 25 шагов. Это очень хороший интервал, соответствующий чистому 7/4, и это одна из сильнейших сторон 31-тоновой системы, ради которой стоит ее в принципе рассматривать, как мне кажется. По характеру гармоническая септима добавляет красок аккордам, при этом не сильно влияя на их функциональность. Мелодически это большой скачок, звучащий утвердительно, звонко, особенно в гармонии. Субминорная терция 7 шагов. Она очень хорошо соответствует чистому интервалу 7/6. Это более темная альтернатива малой терции. При этом она не звучит диссонирующе и может хорошо дополнить любой контекст. Супермажорная секста или суперсекста. 24 шага. Она довольно точно соответствует интервалу чистого строя 12/7 и чуть хуже 17/10. Она похожа на традиционную большую сексту, только ярче, более резкая и интенсивная.
Малая терция в 8 шагов. Она соответствует интервалу чистого строя 6/5. Причем делает это лучше, чем свой аналог в 12-тоновой системе. Стоит сказать, что все большие и малые терции, сексты и септимы в 31-тоновой системе точнее своих аналогов из 12-тоновой. Из-за того, что 31 это простое число, малая терция больше не составляет ровно 1/4 часть октавы, как было в 12-тоновой системе. Большая секста 23 шага. Она соответствует примерно среднему значению между чистыми интервалами 5/3 и 27/16. Несмотря на то, что это обычная большая секста, довольно чистая и звонкая, она может иметь новое применение в сочетании с новыми интервалами. Нейтральная терция 9 шагов. Это неустойчивая терция, которая соответствует интервалу чистого строя 11/9. Это половина чистой квинты.
Нейтральная секста 22 шага. Она соответствует чистым интервалам 18 одиннадцатых и чуть хуже 13 восьмых. Она составляет половину расстояния от тоники до чистой 11 ступени, то есть до чистой кварты на октаву вверх. Этот интервал создает тревожное ощущение, хотя он может, например, разрешаться в чистую квинту хроматическими шагами вниз. Большая терция, 10 шагов. Фактически это безупречно чистая большая терция, 5 четвертых. Это один из лучших интервалов в 31-тоновой системе. Гармонически он теплый, звучащий без биений, звонко и почти растворяется в звучании вместе с другими нотами. Малая секста, 21 шаг. Соответствует интервалу чистого строя 8 пятых. Обычно имеет меланхоличное звучание, хотя гармонически, как правило, ощущается относительно стабильным и резонансным.
Супермажорная терция 11 шагов. Она соответствует среднему значению между интервалами 9 седьмых и 14 одиннадцатых. Это самый большой интервал, который на слух воспринимается как терция. Это яркая альтернатива обычной большой терции, и она сама по себе звучит эмоционально и почти ревуще. Субминорная секста 20 шагов. Стоит сказать, что эта пара интервалов, субминорная секста вместе с предыдущей супермажорной терцией, придает чистое звучание не так хорошо, особенно для микротонального строя. Но тем не менее их краски довольно конкретные. Звучание субминорной сексты можно интерпретировать в зависимости от контекста как либо очень яркое, либо очень темное. Функционально он может именоваться как увеличенная квинта, например, в увеличенном трезвучии. Субминорную сексту можно получить, сыграв друг на друге две большие терции. Субкварта 12 шагов. Она соответствует интервалам чистого строя 21/16 и 13/10. Это неустойчивая и самая диссонирующая из кварт после тритона. В ней чувствуется направленность
по отношению к терциям, и это ее качество можно использовать в качестве альтернативного вместо обычной кварты. Суперквинта 19 шагов. Данный интервал известен под названием волчья квинта из-за своей близости к чистой, но все-таки достаточной удаленности для того, чтобы его можно было воспринимать как отдельный интервал. Суперкварта 14 шагов соответствует чистому интервалу 11 восьмых. Этот интервал находится между чистой квартой и увеличенной квартой. Он нейтральный, но при этом экзотический, непривычный и диссонансный и неустойчивый. Суперкварта является половиной от большой септимы.
Субквинта 17 шагов. Благодаря тому, что это слегка пониженная квинта, она обладает в некоторой степени тритоновыми диссонансными качествами. Увеличенная кварта, составляющая 15 шагов. Это чистый тритон, 7/5. Существует как один из двух стандартных тритонов в 31-тоновой системе, вместе с уменьшенной квинтой. Это две разные ноты и два разных интервала. Увеличенная кварта во многих контекстах считается диссонансом. Может разрешаться вовнутрь в терцию или наружу в сексту. Но она может быть и консонансом. Например, она может присутствовать в гармоническом септаккорде между большой терцией и гармонической септимой. Уменьшенная квинта 16 шагов. Она соответствует интервалу чистого строя 10/7. Это второй возможный тритон, который присутствует в доминант-септаккорде, например. Обычно он подразумевает дальнейшее движение, считается диссонансным интервалом, но иногда может быть консонансным. Например, уменьшенная квинта – это расстояние между субминорной терцией и большой секстой, или между малой терцией и супермажорной секстой.